И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 31 марта и следующий обзор традиционно сводка с фронтов, что у нас происходит. Основное направление это Донбасский фронт. И здесь продолжается операция по прорыву обороны украинских вооруженных сил сразу на двух направлениях. Первое это условно Горловское, назовем направление. Здесь по данным моих зрителей на протяжении всей ночи и всего сегодняшнего дня и вчерашнего дня идет очень жесткая артподготовка, мощнейшая артподготовка со стороны российских вооруженных сил и Донецкой Народной Республики. И по аудио наблюдение, то есть люди выходят на балкон, слушают, то есть канонада постепенно от Горловки удаляется. То есть пока еще не заявлено никаких-то занятых населенных пунктов, но на слух фронт откатывается куда-то дальше. То есть будем ждать вечерней сводки и узнаем, что там сейчас происходит. На юге, Гуляйполе. Пока вот то, что там происходит, это не главный такой мощный прорыв, мощными большими силами. Это подготовка к главному прорыву, который, я так понимаю, начнется буквально через несколько дней. То, что сейчас занимают некоторые населенные пункты, берут под контроль узлы коммуникаций северо-западней Угледара. В первую очередь сегодня российские вооруженные силы сосредоточены на взятии населенного пункта Великая Новоселовка. Важнейшего узла коммуникации в этом районе, после взятия которой можно будет дальше уже планировать наступление в обход Курахова на Покровск. Причем в местных запорожских пабликах еще недавно такие браурные заявления сегодня сменились тревогой. А нанесен удар по Гуляйполю, окраины Гуляйполя попали под серьезный удар. Напомню, вчера погиб один из комбатов местной теробороны. То здесь все постепенно для вооруженных сил Украины становится очень и очень не гуд. Под Изюмом российские вооруженные силы продолжают зачищать населенные пункты, которые пока еще не были взяты. В ходе боев за Изюм в районе водохранилища, Оскольского водохранилища, и ВСУшники, уходя из этого района, подорвали дамбу Оскольского водохранилища и тем самым вызвали локальное затопление. Но сейчас пока оно в районе Светогорска и дальше будет распространяться ниже по течению Северского Донца. И таким образом они планируют затруднить на некоторое время, на несколько хотя бы дней, наступление российских вооруженных сил и народной милиции Луганской Народной Республики в данном регионе. Ну а российские войска, по моим данным, постепенно концентрируются на вот этом плацдарме, который создан южнее Изюма. И я так понимаю, в ближайшие несколько дней там тоже будет нанесен основной удар. Тоже на Покровск. Ну, я так понимаю, в конечном итоге именно в этом районе сойдутся три удара. Первый из Изюма, второй из Горловки, третий из района Гуляйполя. Это основное направление. И судя по тем силам, которые сегодня стягиваются с других регионов Украины, а на сейчас сюда стянуто примерно, если брать уже восточней Днепра, восточных городов Днепропетровска и Запорожья, и с учетом тех группировок, которые есть на Донбассе, суммарно уже численность группировки ВСУ в этом районе будет составлять примерно 80-90 тысяч человек. То есть примерно половина всей вооруженной силы Украины, не считая теробороны, дадут генеральное сражение российской армии. Ну и как я сказал вчера, победитель этого сражения получит все. Всю восточную Украину, ну а потом и южную, и минимум центральную. И подчеркиваю, сражение ожидается долгим и кровопролитным. Ну и несколько слов о второстепенных участках. Первое это Николаевское направление, что я отметил. Вчера губернатор Ким почему-то с рукой не там что-то случилось, не знаю, ранен, то ли просто растянул. Как-то не сильно бодро рассказывал о том, что надо готовиться к штурму Николаева. Напомню, этот человек еще несколько дней назад бодро рассказывал о том, что вот-вот Херсон падет. После того, как группировка, готовившаяся для удара на Херсон, была разгромлена, сегодня, по мнению губернатора Николаевщины Кима, нужно готовиться отражать уже удар российских войск. Я пока ничего не могу сказать по поводу удара российских войск, тем не менее, именно так считает губернатор Николаевской области. И отдельно хочу поговорить о Черниговской области. Каждый новый день говорит о том, что российское командование не свернуло здесь свои операции. Наоборот, в основном сегодня будет сосредоточено внимание на том, чтобы полностью зачистить тылы и взять их под контроль. Вчера артиллерия российских войск нанесла артиллерийские удары и удары ураганов по позициям теробороны в районе города Нежин. Напомню, город Нежин это, пожалуй, самый сильный опорный пункт ВСУ в этом регионе после Чернигова. И также, по данным моих источников, в районе города Конотоп готовится какое-то серьезное сражение. Туда подтягивают свои силы и российские войска, и войска вооруженных сил Украины. Можно ожидать здесь в ближайшие дни тоже очень важных и значимых событий, по итогу которых, я так думаю, российские войска отбросят украинскую группировку и далее зачистят территорию севернее Сейма и таким образом обезопасят свои тылы для будущих наступательных операций. Вот примерно то, что я могу сказать на сейчас, примерно 14:00 по московскому времени. На этом пока все и до следующей встречи. До свидания.